Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. Первое, что хочу сделать, это поздравить всех с наступающим Новым годом. И сегодня, конечно же, мы будем делать новогодний дизайн, ну и параллельно с вами поговорим про опоздание. Вообще у нас такая погода холодная, как всегда дороги не чищены, накрылись пробки и у меня участились случаи опоздания. Работаю, кстати, сегодня новой фрезой, новой в смысле для себя. Такое я пробую первый раз. Я ее взяла с чуть меньшим диаметром, чем обычно. Диаметр у него 40. И это конус. Очень удобная фреза, особенно для небольших ноготков, как раз таких, как у моей клиентки. Кстати, покрытие мы относили целых 6 недель. И фреза, как ни странно, не зарывается, несмотря на то, что диаметр у нее небольшой. Вообще, в последнее время я прям полюбила фиолетовую насечку. Она и базу выглаживает хорошо, и в то же время снимает материал достаточно быстро. Делаем форму овал. И также зашлифовываем ноготок сверху. Делаю я это пилочкой на 240 грит. Так вот, про опоздание. Что интересно, дороги не чищены, весь наш город завалило снегом и очень сильно участились случаи опоздания. Вот совсем недавно клиентка ко мне опоздала почти на 2 часа. Успели сделать только покрытие базой. Поэтому не обижайтесь, если вдруг будут пропускаться видео, потому что действительно не всегда успеваю их снять. Но очень стараюсь, очень хочется показать вам крутые новогодние дизайны. И уже есть одна очень интересная задумка. Скоро совсем с вами поделюсь. Ну а мы пока отодвигаем кутикулу и также сразу же я зачищаю птеригий. Если вдруг вы когда-то будете думать и хотите попробовать вообще продукцию Silver Star, это те инструменты, которыми я всегда работаю, обязательно начните вот с этого шабера. Он отлично отодвигает кутикулу, даже самую прилипшую, и очень хорошо справляется с птеригием. Очень классная, ссылочку на все товары я, как всегда, оставлю в описании под видео. Работаю я здесь желтой фрезой, потому что кутикула достаточно деликатная. Работаю здесь всего на 15 тысячах оборотах и обязательно зашлифовываю боковые валики. Почему-то многие мастера вообще в принципе не уделяют им особое такое значение, а ведь клиентов очень сильно бесит вот эта огрубелая кожа. Они стараются ее и состричь, и, в общем, сделать все, что угодно. И, кстати, хочу вам рассказать один интересный случай, связанный с ножницей с ручной заточкой. Все ножницы у меня, которые есть, они все с ручной заточкой. Например, Silver Star, у них заточка ручная изначально, они приходят, но какие-то вы покупаете недорогие и отдаете их в цех сами. Что, конечно же, отнимает у вас достаточно много времени, но по цене выходит, в принципе, то же самое. Так вот, был один смешной случай где-то пару лет назад, когда клиент просто взял ножницы, пока я куда-то отвернулась или ходила за каким-то гель-лаком, так как у меня их много и стоят они все на разных полках, и начала очень тонкими ножницами просто ковырять под ногтями. Честно, я была очень расстроена и огорчена, но, конечно же, виду не подала, просто аккуратно сказала, что лучше инструменты без спроса не брать. Были ли у вас какие-то такие интересные случаи, когда без спроса брали, начинали что-то отрезать у себя? В общем, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Работаем сегодня молочной базой с шиммером от Мальтини. Под подложку сделала их же каучуковую базу. И, наверное, эта база, как никакая другая, очень подходит под новогодний маникюр и под зиму. Также практически как и любая другая молочная камуфлирующая база, после полимеризации она немного желтит. Но уже через 15 минут опять становится снежно-белый, белоснежный, красивый, с таким легким, деликатным очень мерцанием. Видите, после полимеризации сохраняется такой небольшой теплый оттенок, но он потом уходит, это 100%. Это гель-лак у нас из новой коллекции, очень плотные блестки, вот прямо всем советую. Я, если честно, не очень люблю такие крупные блестки в баночке, а вот в виде гель-лаков, да. И раньше я всегда их выкладывала на бумажку, ждала, пока впитается вся жидкость, и только потом уже работала с блестками. С этой новой коллекции эта проблема ушла, потому что там больше блесток, чем чего-либо другого. Очень красивые, и сейчас в Новый год и вообще предновогодние маникюры я очень активно эту коллекцию использую. Если нужно, обязательно сделаю для вас выкраску. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях.
И вообще пишите побольше комментариев, потому что, в принципе, мы с вами общаемся именно посредством комментов. Я все читаю всегда. Кстати, на соседнем ноготочке я решила нарисовать елочку, но не какую-то там детализированную, а просто рисуем обычный блестящий треугольник. Тонкой кисточкой аккуратно раскладываю пайетки по форме треугольника, а на соседний пальчик наматываю паутинку от Мальтини. Кстати, она очень хорошо тянется. И еще, если вы хотите сделать толстую полоску паутинкой, то набирайте паутинки больше на кисть и палец опускайте ниже к баночке. А если хотите очень тоненькую, поднимайте пальчик выше и тяните дольше. Просушиваем паутинку, а вот звездочки я уже рисую гель-краской без липкого слоя черного цвета. 2 звездочки и решила еще добавить пару точек. Звездочки, кстати, также актуальный дизайн на Новый год, и смотрятся они очень круто. После того, как я прорисовала их, я обязательно, конечно же, полимеризую. Гель-краску полимеризуйте обязательно подольше, чтобы пигмент не потянулся у вас потом за топом. На елке мы также рисуем маленькую черную звездочку сверху, не спеша, аккуратно выводим самым кончиком кисточки. Ну а саму елочку украшаем такими маленькими запятыми. Обязательно, чтобы они шли небольшой скобочкой, чтобы создать как будто бы эффект объема. И обязательно напоминаю, не борщите с гель-краской, чтобы она у вас ни в коем случае не скукожилась. И полимеризуйте дольше. Я это делаю в течение 2 минут. Покрываем все топом без УФ фильтра. У него классный глянец. И еще мне очень нравится консистенция его. Наношу сначала тоненьким слоем, потом беру небольшую каплю, подталкиваю к кутикуле и уже распределяю по всему ноготочку. Торец запечатывать или нет, кстати, это личное дело каждого. Очень интересно будет почитать, а вы запечатываете торцы своим клиентам цветом или топом. В общем, обязательно все прочитаю. Я топом очень часто запечатываю, а цвет не люблю. Мне кажется, что так ногти смотрятся громоздкими. Ну и вот наш конечный результат. По-моему, смотрится очень нежно, очень как-то необычно. И несмотря на то, что 4 ноготочка с дизайном и еще 2 блестящих, все равно здесь, как мне кажется, лишних дизайнов нет. Но пишите, пожалуйста, как вам такой дизайн и что вы вообще думаете про всю эту новогоднюю канитель. Я вот всем своим клиентам говорю, ходите как ходили. И не нужно стремиться попасть ко мне 30 числа. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Там очень много интересных видео про укрепление, достроение, укрепление гелем, наращивание. И не забудьте, пожалуйста, написать свой комментарий. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!